Привет! Сегодня готовлю крем со вкусом фруктового мороженого. Главным ингредиентом этого крема являются спелые, сочные, кисло-сладкие сливы, но можно взять любые фрукты или ягоды, которые вы любите. Крем получается устойчивым, пышным, насыщенно фруктовым, с кусочками мякоти фруктов. Вкус действительно напоминает классическое фруктовое мороженое, но пожирней. Крем хорошо подходит как для прослоек тортов, так и для шапочек на капкейках. Сразу хочу обратить ваше внимание на то, что я покажу основу крема и один из его конечных вариантов. Но таких конечных вариантов может быть 3. О каждом из них я расскажу в конце видео, и вы сможете выбрать себе тот, который по душе именно вам. Повоздушней, полегче или пожирнее. Итак, вкус крема будет напрямую зависеть от фруктов, поэтому выбрать надо самые спелые, вкусные и сочные. Сливы я помыла, удалила косточки и нарезала на кусочки. Кожицу не снимаю, она дает хорошую приятную кислинку. Измельчаю сливы блендером. Здесь по желанию можно добиться консистенции однородного пюре, измельчая подольше, а можно сделать пюре с кусочками мякоти. Я люблю второй вариант. К сливовому пюре добавляю сахар, перемешиваю и ставлю пюре нагреваться. Оно должно дойти до кипения. Параллельно соединяю яйца с крахмалом, просто их растираю до однородности. В процессе нагрева пюре, когда сахар растворится, стоит попробовать его на сладость. Фрукты всегда разные, возможно, сахара понадобится добавить еще. Пюре должно быть приятно сладким, не кислым. Когда пюре начнет закипать, вливаю его к яично-крахмальной смеси, активно мешая венчиком. Возвращаю всю массу назад на плиту. Постоянно помешивая, увариваю массу до легкого загустения. После закипания варю еще минут 5. В общей сложности на уваривание уходит около 20 минут, но это время будет зависеть от сочности фруктов. Фруктовая заварная основа готова. Это основная составляющая крема. Ее надо остудить до комнатной температуры, накрыв пленкой в контакт. А вторая составляющая крема – это на выбор что-то одно, в зависимости от ваших предпочтений и целей. Либо жирные сливки, либо жирная сметана, либо сливочное масло. Любой из предложенных продуктов надо взбить и к нему добавить остывшую заварную основу. От того, какой из этих вариантов продуктов вы выберете, зависит конечный результат крема. Со сливками получается воздушный, легкий, нежный, очень похожим на фруктовое мороженое крем. Со сметаной получается крем не менее легкий, но не такой воздушный. При желании для стабилизации крема и со сметаной, и со сливками можно добавить желатин. Пропорции укажу в описании. Со сливочным маслом получается крем жирнее. Вкус масла почти не чувствуется, но все же жирность присутствует. С маслом крем, конечно же, более устойчивый и плотный, но фруктовое мороженое он напоминает уже отдаленно, не так ярко, как со сливками или сметаной. Я сегодня делаю устойчивый крем, поэтому использую масло. Масло взбиваю 4 минуты до пышности и постепенно добавляю охлажденную фруктовую основу. Вот такой крем получается. Надеюсь, вам пригодится рецепт. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Огромное спасибо моим донатерам за поддержку. Всем пока, увидимся в следующих видео.